Ну что, спасибо этому дому. Мы поехали дальше, в Черногорию. Ну что, покидаем наше очередное пристанище, город Марибор, Словения. И финальный бросок. Сегодня мы едем в Будву. Как оказалось, путь не такой простой, как я думал сначала, потому что надо пересекать будет две границы. Границу Хорватии и Боснии и Герцеговины, и Черногории. Причем это лишь один из вариантов. Есть вариант, где границу придется пересекать 4 раза. Но мы выбрали самый простой вариант для нас, потому что каждое пересечение границы — это Дин просыпается, Дин смотрит, что происходит. В общем, ненужный стресс для собаки. Хозяин, который держит гостиницу, он тут же и живет вот там вот в соседнем доме. То есть он вас утром встречает, кормит вас завтраком, готовит вам сам лично кофе. Причем кофе отменный. Да. При въезде он вообще делает welcome drink, какая-то его там настойка. Я так предполагаю, из виноградника, который вот по всей парковке растет, наверное. Наверное. Так себе, наверное, тут трасса, там виноградник, и он из него гонит что-то. Посмотрели мы, пристрелялись к ценам на бензин по интернету. В Хорватии бензин чуть дороже, чем в Словении. Из оставшегося нам пути самый дешевый бензин будет в Боснии и Герцеговине, поэтому мы где-то перед границей с Черногорией уже зальем полный бак. Я думаю, в Черногории не будем больше заливаться. То есть сейчас мы зальем полный бак в Словении, всю Хорватию проедем на этом топливе и в следующий раз заправимся уже в Боснии и Герцеговине. В воскресенье после, наверное, часов 3 все, город пустой совершенно. Я не знаю, все люди, наверное, с семьями по домам. Но именно для туристов это такое. Вот мы просто в России привыкли к другому сервису. То, что у нас все практически работает допоздна. И очень много что работает круглосуточно. Потому что... Это и расслабляет. Да. Мы вчера были уверены, что мы выпустим ролик, пойдем погуляем. Причем несколько часов однозначно. Приедем обратно в гостиницу, высадим собаку и спокойно поедем в супермаркет и купим себе продуктов для того, чтобы ехать сегодня дальше. Но, да, видите, в 3 часа все крупные супермаркеты сетевые закрылись. И вот один, получается, местный не сетевой работал до 18 часов. Ну, я говорю, то, что мы привыкли, то, что у нас всегда, вот, буквально в пешей доступности у тебя есть какой-то круглосуточный магазин. Это всегда так у нас. Притом мы живем там далеко не в центре города, тоже на окраине, в жилом массиве, но все равно куча магазинчиков, которые работают круглые сутки. Здесь, видите, не так. Самое интересное, что в Черногории в воскресенье вообще не работает ничего. Но мы тут хотя бы уже мы об этом предупреждены, знаем. Как говорится, и вооружены. Ну, да, очень радует то, что мы в Черногорию приедем не в воскресенье. да. Вот, что мы хоть не специально, но так получилось. Кстати, сегодня ровно 1 неделя, как мы в поездке. То есть примерно час назад, ровно неделю назад, мы выехали из Ростова-на-Дону. И сегодня символично, ровно через неделю, мы заканчиваем, надеюсь, что мы закончим нашу поездку в Черногории, в городе Будва. На удивление, Дин отлично переносит поездку, мы переживали. Но он вот спит себе там целыми днями. Иногда приходит, с нами пообщается, чуть-чуть уходит. И все. Ну все, мы выехали на автобан, и следующая остановка — заправка, а потом мы уже снимем переход границы с Хорватией. Ну, там не будет ничего интересного, примерно как и любая граница в Евросоюзе, но тем не менее зачекиниться надо. Итак, мы остановились на заправке в Словении. Заправка какая-то называется ОМВ, видимо, что-то местное. Итак, цены. Дизель 1,282 евро. 95-е топливо 1,344 евро. На этой заправке есть станция зарядки электромобилей. У нас таких знаков нет. Ирина пошла отснять ее для стоков. Полетели евро, полетели. Ну что ты нервничаешь? Мы машинку заправляем. Обернись вон сзади, папа. Сзади.
Как дела? Ты что такой важный? А? €40. 40 евро. Вот, смотри. 30 литров. Ага. На евро 3,334. Как тебе едется, зай? Комфортненько? Обратил внимание на приборную панель и не поверил своим глазам. 10 минут назад было 0, сейчас уже плюс 10. Мы проехали буквально 30 километров от Марибора. Мы с горы, видимо, спустились и сразу потеплело. Походу границ. Уже? Да. Что какая-то серьезная граница. Ну, паспорта достань. Ай. Водка? Нет, нет, ничего. Катюшка? Не понял. Kako Putin dober? Tak. Samo vodka. Nema problem. Dobra. Adio. Спасибо. Thank you. До свидания. До свидания. Как вам Путин? Интересно, нас все будут спрашивать, как нам Путин? В общем, граница была не такая, как мы ожидали. Так это не еще не эта граница. Это Значит, то была Словения, поставили нам печать. здесь непонятно. Грузкое. Да. Ну, это в ЕС такая самая серьезная граница внутри, которую мы переходили, если А честно. вот граница с Хорватией. Прям пробочно. Да, вообще я не ожидал, честно говоря, что... Засекли время. Ну, 2 минуты, наверное. Да. 3. Странно вообще. Я думал, что в ЕС нет границ. Пишите в комментариях, почему здесь есть такая граница. Может быть, кто-то знает. Я был уверен, что мы проедем здесь, как между той же самой там Чехией и Австрией, просто. А здесь прям, видите, все с отметками, все серьезно. Спрашивают, везем ли мы с собой водку. А зайчика паспорт не попросили. Да его никто и не видел там. Ты шпишь там, да? Ну, шпишь. Ты уже почти в Хорватии. Hi. Thank you. В общем, на эту границу мы потратили примерно 5 минут. минут 5. Досмотра никакого не было, просто посмотрели документы. Документы на собаку не смотрели, но они и собаку никто не видел. Потому что собачка вот где-то вот там спит. Но все равно это надо иметь в виду, потому что я думаю, что если ехать в туристический сезон, то здесь можно жестко встрять. Просто он... В общем, поздравляю нас, мы в Хорватии. Ура! Ура! Сейчас мы- Как я понял, нам нужно подъехать и взять талончик. Self-service. Дай мне. Жмем. Берем талончик. И проезжаем. То есть на выезде мы будем вставлять этот талончик и оплачивать за дорогу. Очень похоже, как во Франции. Они даже талончики похожи. Да. Ну, у нас тоже на некоторых постах дают такие талончики в России. Но они выглядят как чеки такие дерьмовые. А здесь он, видимо, с магнитной полосой. Сейчас въехали в тоннель, его протяженность 1 740 км.
То есть это больше американской мили. Ограничение скорости 60. Да, ограничение скорости 60, дорога узкая. Светофоры. На въезде к тоннелю светофор стоит, чтобы заторы в нем не создавались. Они по всему туннелю, вон, смотри, светофор. Ну да, точно. И вот он свет в конце тоннеля. Буквально. Буквально. Ограничение 80 сразу. Ух! И аж дышать легче стало. Где твои уши? Где твои усы? Усы, где твои? Где твои узкие-макушки? Ай, котеночек. Мы подъезжаем к зоне оплаты платной дороги. Снимай сюда. Как видите, здесь даже людей нету. Получается, вставляем. Раз. Нет, не прикладывается. Вставляем. Два. Поехали. 48. Кун. Одна куна примерно равна 10 рублей. То есть мы 400 рублей сейчас заплатили. Большой отрезок был от границы Да. сюда. Ну, большой, километров 30. Да, где-то так. Ну, дороговато получается, дороговато. Все буду кричать. Да, спасибо, что уведомила. Чайки! Где чайки, чайки, чайки? О, большая собачка! Я уже забил все, уже и на чаек не реагирую. Дин, как тебя фотографировать? А пошли гулять. Гулять пошли. Пойдем гулять. Гулять. А пойдем погуляем, погуляем. А кушать будешь? Кушать. Открой нормально второй класс. Второй классик приоткрой. Дед, умница, супер пес. Ай, супер пес. Ай, какой молодец. Ай, умница. Вообще, если к номерам не присматриваться, то сложно сказать, что мы вообще находимся не в России. Но вот сейчас очень похоже на участок М4 или М29 в Ставропольском крае. Ну, я имею в виду природу, конечно, не знаки. Вот посмотрите, ну, в это время года все то же самое. На заправке в Хорватии табло не работает. Офигенно. В общем, посмотрел я на колонках. Дизель 9,65, по-моему. 95-е топливо ровно 10 кун. Примерно как Словения. Дороговато. Тоже стиль такой невычурный, да? Все сдержанно очень. Да. Разноцветненько, кирпичненько. Кому-то все равно вообще. Подъезжаем к границе Хорватии и Боснии и Герцеговины. Так, доставай паспорта и документы Дины. Добре. Kako je Berakić? To kuna. Izvoli. Thank you. Ну, из Хорватии мы выехали, получается, мы выехали из Евросоюза. Кстати, да, мы выехали из Евросоюза, представьте. До встречи, свободная Европа. Так, река Шава, Сава. Ну, до границы 160 метров. Ну, граница по реке, это очевидно, сними реку. Как и везде практически. Ну да. Здрасте. Добре.
Да, кириллица. Что радишь? А дошла мама? Добро, среди. Что с она не яла на телефон? Интересно, мы там еще что-то должны Да, сделать? спала. Не знаю. Спасибо. Thank you. Добрый день, как Добрый. ты? Хорошо. Хорошо, спасибо. Как Спасибо. ты? До свидания. До свидания. До свидания. Мы в каком-то городишке. Мы перешли границу. Городишко. Так, мы в Боснии и Герцеговине. Слушай, ну 80, 100, 130. таким образом можно было и 10 границ пройти. Туда еще. Не, ну мы-то не знаем. То есть здесь нам везло. Короче, на прохождение этой границы тоже ушло минут 5. Да меньше. Даже меньше, минуты Ну, просто 3. между теми границами было расстояние побольше. Ну да. Блин, ну это здорово, это здорово. А мужичок посмотрел, что мы вообще не сечем в их языке. И говорит, давай, до свидания. Думает, что с вами говорить. Просто с одной стороны вот жилые дома, с другой стороны какой-то Промышленная завод, зона. да. Ага. Так, ну все, нам осталась одна последняя граница. Получается, нужно выехать из Боснии и Герцеговины и въехать уже в Черногорию. Да. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну вообще тоже упоротая, хорошая. Такой. Дядя Смешно. Степа какой-то. Вот детишечки. Зона школе. Жена в Всё школе, понятно, все да. понятно, да. Будьте здоровы. Чихаете там. Вам что, воздух не нравится, что ли? Дымно, да? Чем-то горит. Горит. Ну, Школа, стрит-школа вообще прям по-русски написано. Школа, школа, школа. Выехали на автобан в Боснии и Герцеговине. Дорожное покрытие прекрасное. Сейчас нам нужно взять номерочек. Здесь все примерно как в Хорватии. И чтобы потом оплатить платную дорогу. Ну так ты взял. Он сам сразу сдал? Ну да. Возьмите карту. А кнопка зачем? Почти по-русски, я не знаю. Можно было кнопку и не жать, он автоматически ее выдал. Карта действительно 24 часа. Короче, водят здесь уже как в России примерно. Такие же шашечники, такие же гонщики. В общем, культура вождения в Боснии и Герцеговине сильно ниже, чем в других странах. Я тебе сейчас еще на минуточке. Ау! Лада! Нивы стоят! Прикинь! И на красный пошли, а? Вам вообще не стыдно, а? Детишки. Сопровождение мамы. Вообще. Позор! 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 Но по поводу дорог, автобаны были в идеальном состоянии. Дороги в городах, в деревнях и просто автодороги между ними, ну, такие средние. Сейчас сделаем все, Где-то латки, где-то не латки, где-то трещины. Вот это вот неплохая дорога, тоже в каком-то поселке. А до этого в предыдущем поселке ехали, там латка на латке были. То есть каких-то ям там нет, но сильно залатано. В общем, на троечку. На троечку. Деревушки все равно застраиваются, что-то строят, ремонтируют. Барашков пасут. Что за опасное место. Ох, не нравится мне это, там опасное место написано, и что-то все машины разворачиваются. Мы же альтернативный маршрут будем, если искать, то это будет пипец. Прям разворачиваются, ты видишь? Да вон разворачиваются, вот это вот все машины, это все развернулись. Да неужели сель сошла? Поехали. Нет, разворачиваются, представляешь? Одна машина поехала вперед. Что такое не везет и как с этим бороться? Непонятно, сколько пробка, в
чем вообще суть там. Ноги разворачиваются, но, блин. Сейчас буду изучать навигатор. Все, я перестроил маршрут. Поедем другой дорогой. Она чуть длиннее, на 20 километров. Но, блин. Это вообще не вариант. Сейчас мы уедем на ту сторону реки. Поедем через ту сторону. И вообще другой дорогой, совершенно другой дорогой. Но здесь вообще глухо, то есть мы минут 10 простояли, вообще не продвинулись. Потому что в той пробке, мне кажется, можно было до ночи сидеть. Поверните направо. Божечки ты. Офигеть. Поверните направо. Направо. Мы тут проедем. Нет, он пешеходный. А как он нас вел? У нас машинка стоит. Они, наверное, поехали за нами, думая, что мы что-то знаем. Да, в смысле, у них навигаторы точно так же повели. Там можно вот туда прямо проехать. Едем до следующего моста, что? Да. Так. Можно я здесь остановлюсь, чуть посмотрю, где следующий мост? С мостом, конечно, вообще прикол. Мост пешеходный, а он нас туда погнал. Приготовьтесь, через 2 километра поверните налево. Почему он нас сюда не привел? Потому что я поставил другой мост. Нашли мы мост. Такой чисто для одной машинки. Но нам большего не надо. Поверните налево. Сейчас будет навигатор ругаться, потому что у меня стоит заехать. А вот перед нами бельгиец, который стоял, бельгийская машина. Где он перед нами? Он перед нами развернулся. То есть он перед нами прямо стоял, развернулся чуть раньше нас. То есть, видимо, мы не очень много времени потеряли. Да, я забью заново. Разворот налево. У реки такой красивый цвет, прям изумрудный, темный-темный. Вот такая вода, цвет. На самом деле гораздо темнее. Очень красиво. Сейчас проверим, холодная или нет. Или нет. Нет, довольно-таки, наверное, горная. Как и все горные реки. Не очень чисто. Костерок жжет. В общем, через реку пробка так и стоит. Мы уже достигли того места, где мы развернулись примерно. Да, ну какая-то, короче, там жопень. Думаю, мы правильно сделали, что развернулись. Скоро узнаем. Скоро узнаем, да. Доехали мы до источника той пробки. Это там произошла авария, стоит полиция, там вот так вот с двух сторон, не пускают вообще никого никуда. Да, вот эта ситуация по навигатору нам добавила час. Даже час 10. Офигеть вообще. Это просто офигеть. Блин, как это типа по горам ездить? Нравится? Серпантинно. Как-то. Не, ничего не буду говорить. Очень красиво. Вообще, мне кажется, вот здесь можно просто брать и сразу снимать что-то про средневековую Европу. Даже никакие декорации делать не надо. То есть какие-то домики там вдалеке такие. Ну, проследить, чтобы убрать технику. Ага. А так, Ну, или в фотошопе потом замазать. да.
Виды, конечно, шикарные. Вообще самые красивые виды получаются тогда, когда навигатор, ну что-то происходит, как сейчас, да, с аварией, и мы уезжаем с основной трассы, едем какими-то дебрями, вот тогда самые красивые виды, самые интересные маршруты. Мы переживали, как Дин будет серпантин преодолевать. Ну, как видите, все хорошо. Да, Зай? Тебя не укачало? Мы на высоте 1016 метров. И вот сейчас уже правда задумываешься, блин, а цепи-то мы не купили. Местами снег лежит прям очень хорошо, много. Расчищен. Вон, посмотрите. Вообще дышать невозможно, здесь так углем пахнет. Здесь все топят углем. Видимо, из-за того, что высоко все это стелется на землю, дышать просто нечем. Даже через рециркуляцию пробивается этот запах. Динуля, он даже спрятался. Жопой тут торчит. Ужас. А мы едем в Сараево. Ну, в общем, мы едем в Буду. Я не знаю, что у них за местные деньги и какой курс у них, поэтому приедем когда на место, и когда я буду монтировать видео, все напишу в пояснении. Так, вот мы на какой-то заправке ЕР в Боснии и Герцеговине. Цена топлива, здесь запятых просто нет. Дизель 2.11, какой-то супер дизель 2.36 и 95-е топливо 2.26 местных денег. Итак, смотрите, я заправил полный бак. Вероятно, у них нет запрета на курение в общественных местах. На заправку невозможно зайти, а там дым стоит коромыслом. Сидит человек 10, там еще как кафешка, и все курят. Я просто думал, упаду там на месте. Это чудовищно. Срочно запретить. Зай, ну расскажи, как тебе в Боснии и Герцеговине? Примерно так же, как везде, да? Тебе везде хорошо. Мне везде хорошо, когда родители со мной. Везде хорошо, да, Зай? Да. Ну что, ваше впечатление? У нас в России запретили курение в общественных местах в 2014 году или в 2013, да. Вообще, во всех кафе везде нельзя. А на заправках у нас никогда и нельзя было курить. Ну вы что, шутите, что ли? То есть там бистро, и они там сидят и курят. Сидят спокойно, на каждом столике стоят пепельницы забитые, вообще сигареты. Мне кажется, курят все вообще. Все вообще. Мне кажется, что за малым членом не с сигаретой в зубах такое. Выехали из Сараева и опять едем какими-то волчьими тропами. Это мы сейчас въезжаем в Черногорию. Черная гора, Монтенегро, вот по такому деревянному мостику. Ну, формально мы уже в Черногории, но сейчас нам еще, наверное, штампик поставят где-то. Кто не проверил. Все, мы в Черногории. Ура! Ура! Нам осталось еще совсем немного горных дорог. Ну, все, следующее включение уже будет у нас из гостиницы. Надеюсь. Надеюсь, да, из гостиницы, что не придется ночевать в машине. Сегодня у нас нет никаких перегонков с ресепшеном, потому что ресепшен круглосуточный, я очень надеюсь. А теперь квест. Кто угадает название гостиницы, в которой мы поселились? Пишите в комментариях. Оно очень символичное. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. Take your hand and walk away. Вот это песня, а!
Вот это песня. Так, вот наша гостиница в Будве. На ближайшую неделю наше жилище. А так вроде все чистенько, красивенько. Высоковатая кровать, но у нас Дин приучен. Он не прыгает никуда. Туалет. О, душевая шикарная. Душевая классная. Посмотрите, какая душевая. С тропическим душем, все как я люблю. И все это удовольствие за $55 в сутки. Те, кто следит за нами с самого начала, помнят, что самое лучшее жилье, конечно, у нас было в Москве, правда? О, да. Я так по нему скучаю. Там, кстати, было единственное место, где у нас не было Wi-Fi. А на вопрос, а где пароль от Wi-Fi, нам сказали, на роутере. Мы говорим, мы поняли, нашли. Они говорят, ой, наверное, не оплатили. Даже не верится, но мы добрались. Последние километров 100 мы, наверное, не снимали ничего, потому что лил жесткий дождь. Ничего не было видно, видимость практически 0. Мы добрались, заселились, и все хорошо. Но на этом наше приключение не заканчивается, оно только начинается. И теперь нужно приходить в себя, искать жилье и жить. Пока. Мы спать.